Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на ваши отношения. Давайте посмотрим. Сделаем на две позиции. Пока загадывайте. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начнем с единичек. Так, что у нас по сигнификации мужчины? Так. Ну, знаете, вдумчивый, щедрый, сразу вышло. Не особо любит копить денежку, да, больше рад ею, скажем так, порадовать других людей. Очень добрый человек, да, то есть привык действительно больше жертвовать, нежели чем требовать, да. Надеется постоянно на какое-то лучшее будущее, да, что жизнь станет лучше. В принципе, если честно, очень многое считает, что зависит от Вселенной, да, вот как скажет ему жизнь, да, так, собственно, он и будет, по сути, делать, да, то есть сам он считает, не принимает ответственность за свою судьбу. Вот такой вот у нас мужчина. В плане отношений, конечно, здесь очень задумчивый, опять же, человек, да, терпеливый и совершенно, скажем так, не особо требовательный. Так, давайте посмотрим, что вы чувствуете к данному человеку. Так. Знаете, для вас это новый этап, да, после прошлых не особо удачных отношений. При этом вы испытываете действительно глубокую связь с данным человеком. Хотите, чтобы он присутствовал в вашей жизни, да, хотите попытать счастье в этих отношениях. И с данным мужчиной, в принципе, можно сказать, что вы испытываете к нему романтическую такую вот связь, да, влюбленность, опять же. И вы действительно хотите попробовать. Да, это дается тяжело. Первый раз у вас мужчина с таким характером, да. Для вас это такая неизведанная территория, но вас к нему очень сильно влечет. То есть здесь действительно вы готовы рискнуть, готовы попробовать. И такое вот начало, скажем так, ваших отношений после не очень удачных старых. Да, опять же, переход на такой вот новый этап, новая связь. Так, что же он чувствует к вам? Посмотрите, очень много страсти, очень много действительно влюбленности, нераскрытой такой вот любви, потому что, если честно, больше похоже, что вы у данного мужчины чуть ли не первая женщина, да, потому что он не был в отношениях, это прям об этом говорят, да, до этого момента. Ему тяжело, сразу говорю, да, у него прямо мысли, что он многое не понимает, многое не знает, как делать, да, что делать, что чувствовать, да, как себя вести по отношению к вам, да, да и в принципе, что же делать в отношениях как таковых, да, можно так сказать. По чувствам, да, опять же, повторюсь, влюблен, да, и страсть присутствует, и, знаете, такая даже детская радость, что вот, наконец он получил свой приз, вот, как-то так. А при этом изучает, да, изучает все, что происходит, вас, да, изучает ваши отношения, но все делает, вот, знаете, как человек действительно в новинку, вот. У него этого не было, и все это происходит вот сейчас как бы в новье, понимаете, но чувство есть у вас как бы у двоих, что как бы радует, если честно. Так, давайте посмотрим, есть ли у вас общая цель, в принципе, в данных отношениях.
Ну, знаете, как бы банально это ни звучало, общая цель у вас быть любимыми. Понимаете, выбраться из одиночества, да, найти действительно душу, которая вам подходит, с которой вам будет, опять же, посмотрите, и весело, да, и поговорить можно будет обо всем, либо кого-то обсудить, да, что тоже немаловажно. Но главное, что вы будете именно в тандеме вместе действовать, да, по жизни. Вот, и здесь, конечно, а, по общей цели вам просто хочется побыстрее убежать от этого одиночества. То есть это вас, конечно, объединяет, но также, что немаловажно, вас объединяют все-таки общие чувства друг к другу, да, и общее желание, ну, завладеть друг другом, да, то есть здесь у вас есть в этом схожесть, причем очень такая сильная. Так, что же мешает? Так, ну здесь, знаете, мешает вам выход из зоны комфорта, да, вы не можете выйти из него. Вот вы привыкли как жить, да, порознь, скажем так, у каждого свои мысли, и вам тяжело дается вот это вот совместное, скажем так, житейство, да, совместное а, совместное, скажем так, ну, делание чего-то, да, то есть сосуществование, понимаете, можно так сказать. Поскольку, вот, повторюсь, привыкли все-таки быть порознь, да, то есть два незнакомых человека, по сути, познают друг друга, и действительно тяжело это дается. У каждого свои привычки, свои мысли, да, свое дело. Здесь попросту а, мешает именно то, что вы не можете взять и вдвоем вот выйти из своего зоны комфорта, чтобы отношения развивались более стремительно. То есть вы, конечно, выходите по чуть-чуть, да, но каждый из вас тяжело как бы это все вас принимает, и потом хочется вернуться, по сути, в свой домик, в свою пещеру, понимаете, вот так вот. Так, давайте посмотрим будущее. Так, вы знаете, по будущему, по крайней мере, ближайшему, да, множество свиданий, множество романтических моментов, да, то есть здесь открытие чувств. На самом деле все связано с любовью, да. Такой вот период, первичный, по крайней мере, когда действительно два человека встретились и начинают познавать друг друга. Поэтому здесь, ну, ожидайте только много чего приятного, честно вам скажу. Мужчина будет делать все от него зависящее, чтобы сделать вам хорошо, да. И, что немаловажно, вы будете делать точно так же. То есть, на самом деле, довольно нечасто нам попадаются такие вот хорошие, по крайней мере, начала отношений, без каких-либо тайн, да, особых. Поэтому здесь, ну, действуйте, да. Вполне замечательно у вас и будущее, да, и вижу, что хорошее начало отношений, мужчина очень добрый и прямо, ну, замечательно. Давайте совет. Ну, совет здесь на самом деле прост. Да, особо ничего менять не стоит. Главное, не пытайтесь, скажем так, представлять на месте данного мужчину другого идеала, да, который у вас в голове сформировался. Это мужчина совершенно другой, да. Вижу, что вы почему-то ждали более жесткого, более такого агрессивного партнера, но вам Вселенная дала доброго, отзывчивого и очень жертвенного человека, понимаете? Поэтому здесь не стоит его, скажем так, равнять с тем идеалом, который у вас в голове, и тогда ваши отношения пойдут совершенно по-другому, и вот именно так, даже как задумала Вселенная, можно сказать, потому что она не зря вам дала этого человека. Вижу, вы почему-то ждали действительно такого более злобного персонажа, скажем так.
А так, в остальном постарайтесь насладиться отношениями, да, вижу, они очень продолжительные будут, да, и здесь совершенно не говорится о каком-то прям конце, да, ну, по крайней мере, сейчас, я вам так скажу, вот то, что открыли карты. Поэтому у вас все, знаете, очень так замечательно, понимаете, даже тут уже и добавить-то нечего, поэтому поздравляю, да, дерзайте, все у вас получится. Давайте переходить к двоечкам. Так, двоечки. Уже вижу. Слушайте, ну, мужчина-разрушитель, да, по сигнификации. Готов идти по головам ради денег, готов идти по головам просто так, без денег. Очень жесткий разрушитель прям всего, да, и отношений, может быть, какой-то другой связи, да, близкой, и с родственниками он не в ладах. То есть здесь действительно такой вот мужчина-смерч, можно так сказать. Любит в основном только себя, свое мнение, да, бывает эгоцентричен, да, то есть здесь действительно мужчина в основном думает только о себе, повторюсь. Так, что же вы к нему ощущаете? Слушайте, ну, для вас он, конечно, господин, можно так сказать, да, зацепил. Вся вот эта его агрессия, вот эта недоступность, свободолюбие, то, что он готов, по сути, взять в руки меч и побежать и ради вас, и просто так, да, то есть вас-то подкупило. По сути, он является что-то наподобие бандита. Вот знаете, говорят, что многие женщины, да, на бандитов вот нравятся вот чем-то вот плохиши. Вот он плохиш, понимаете, очень сильный плохиш. И здесь у вас и сексуальный контекст вижу, да, очень сильно вас возбуждает данный человек. И есть вот именно страсть, опять же, да, чувство, что вы зависите от данного человека, да, что он вас чем-то вот взял и вот все держит, и вы не можете от него уйти. То есть здесь это присутствует. Так, что же у него? Так, давайте посмотрим. Ну, здесь мужчина, знаете, под таким, под слоем маски довольно сильный, да, потому что здесь он пытается быть добреньким. Опять же, ему никто особо не верит, потому что все знают, какой он, да. И здесь, если честно, с вами пытается быть добрым, но он способен, честно скажу, даже на рукоприкладство. То есть здесь вы как бы остерегаетесь. Мужчина действительно таков, что в нем вот эта и скрытая агрессия очень сильно присутствует, и даже не скрытая, а та, которая вот просто берет и, по сути, вырывается. Вот, поэтому вам стоит, ну, с ним все-таки поосторожнее, да, бандит бандитом, как бы страсть страстью, но это в нем присутствует. Знаете, не скажу, что он прям сильно вас любит, да, его влечет к вам, но опять же здесь в основном все завязано только на сексуальной стороне, да. И данная сексуальная сторона, она, конечно, является у данного мужчины главной, понимаете, то есть это главная сторона действительно управляет, по сути, данным человеком. Что касается чувств, ну, для него чувства, по сути, это и есть как бы секс, понимаете. Для вас нет. То есть для вас чувство — это чувство, это нечто духовное, да, то есть, но здесь мужчина вот прям, знаете, такой вот жесткий, который не особо приемлет что-то душевное, понимаете, что-то вот такое верховное. То есть он привык действовать грубо, да, и привык действительно, что если он
любит, то это, ну, только секс и все. При этом, если честно, не могу сказать, что он сможет остановиться только на вашей персоне. То есть всегда найдется какая-то подружка, всегда найдется еще кто-то. То есть я не говорю, что он прям будет скрыто изменять. Он, если честно, может изменить в открытую, да, и еще вполне возможно вас в этом обвинить, понимаете, обвинить в том, что вы довели его до такого, либо что у мужчины должно быть множество женщин, да, то есть все вот в этом ключе. Поэтому такая вот интересная вещь. Так, что же вас соединяет? Что общего? Так, ну, общего, знаете, честно вижу любовь к этой вот страсти, к сексу, опять же, да, то есть и если брать действительно то самое, то, что вас соединяет, это а, не особая любовь к людям, ну, я бы так, да, сказал. То есть здесь а, немного, честно скажу, вас соединяет, кроме страстных моментов, кроме вот этой вот такой вот телесной влюбленности, опять же, поскольку мужчина, ну, по сути, понимаете, повторюсь, опять является таким вот пиратом, да, бандитом, по сути. И здесь вы просто вот вам понравился данный плохиш. То есть на самом деле мало вас что объединяет, да, то есть по-другому, ну, здесь не скажешь. Что мешает? Давайте посмотрим. Ну, видите, на самом деле мешает все. Разные характеры, да, такое ощущение, что вы очень долгое время были одна, решили за этого мужчину вот просто ухватиться, понимаете. И здесь вы настолько разные люди, да, что нельзя сказать, почему вы вообще решили быть вместе. Я вот вам честно скажу, да, непонятно. То есть вот он просто вас зацепил, да, данный мужчина, своим вот этим вот, своей вот этой агрессией, да, то, что он весь из себя такой, вот почему-то он напоминает какого-то рокера, что ли, да, вот, знаете, на байке ездит и делает разные не очень такие вот хорошие вещи, да, общается с подобными людьми, да, то есть вот как в фильмах показывают, скажем так. То есть вот он очень сильно похож на такого человека. Если честно, вижу, что такое ощущение, что вы от безысходности решили, по сути, быть с ним, да, потому что долгое время были тоже и одиноки, да, и пробовали разные отношения, но все не выходило. А тут он как бы вас зацепил и при этом дал вам согласие свое, понимаете, согласие на то, что давай вместе, да, будем пробовать отношения. Но на самом деле он со многими женщинами так проворачивает. То есть здесь мужчина явно не тот, с кем стоит строить такую долгую и красивую жизнь. Так, давайте посмотрим будущее. Видите, в ближайшем будущем, конечно, здесь уедет надолго, при этом будет у вас пауза. Вы обидитесь довольно сильно, да, но при этом будете ждать его. Посмотрите, будете его ждать, да, потому что все-таки связь это зацепила, да, и вы не захотите ставить точку, да. Но что касается мужчины, если честно, он будет готов ставить точку, он это уже не первый раз делал, и вот эта поездка, она, конечно, все расставит на свои места, когда он куда-то уедет. Что самое такое странное, он не будет ставить точку, пока вы будете ему как-то писать, напоминать о себе, понимаете. Но, если честно, он вами не слишком сильно дорожит и не будет этого делать, понимаете. То есть, к сожалению, вот такая у нас ситуация. Давайте посмотрим совет. Ну, совет простой. Вам здесь нужно просто честно избавиться от данного мужчины, от этих отношений, поскольку они
вас высасывают, да, всю энергию, всю вашу жизнь, понимаете? Вы не знаете тоже, что делать, да, не знаете, куда двигаться. И здесь по совету, конечно, стоит не бояться, боитесь одиночества очень сильно, не стоит бояться оставаться одной, да, по крайней мере, на какой-то промежуток времени, поскольку Вселенная вам явно рано или поздно, да, подготовит действительно хорошие, стоящие отношения. По крайней мере, с чувствами. Потому что здесь, честно, ну, с таким плохишом довольно тяжело и существовать, и, в принципе, строить отношения с ним долгоиграющие, да, это невозможно. То есть краткоиграющие, да, можно как роман, повеселиться и все. Но вижу, если честно, вы сами это тоже понимаете, да, по крайней мере, сердцем. Поэтому здесь по совету стоит вам все-таки разойтись с этим человеком, да, особенно в ближайшем будущем, когда он уедет, да, подумайте, может и не стоит ему уже писать, может стоит все-таки переключиться, по крайней мере, в ближайшее время на себя, да, подумать о многих моментах жизни, да, и дальше двигаться уже одной, понимаете, то есть это, если честно, по совету такой вот лучший вариант, по крайней мере, пока не дошло действительно до рукоприкладства, что еще будет хуже, понимаете, поэтому здесь подумайте, решать, конечно, вам, но по совету у нас такая вот ситуация вышла, да, то есть подумайте. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели, не забывайте подписываться. Также не забывайте ставить лайки, писать комменты, буду всем очень сильно рад. Также есть и в других соцсетях, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.